В шуме повседневных дел, суеты и проблем мы порой забываем о чем-то важном, теряя себя. В мире есть много вещей, которые мы мечтали сделать еще в далеком детстве или юности, но так даже и не решились попробовать или не нашли времени. Мы так и не сделали того, что нам казалось интересным и потрясающим. Мы чего-то не попробовали, не увидели, не испытали, не почувствовали. Мы постоянно говорим себе, что сделаем это когда-то потом, в своем идеальном будущем. Но снова спешим по своим делам, погружаемся в бытовуху и растворяемся в проблемах. Но когда потом? Почему люди ведут себя так, словно собираются жить вечно? Средняя продолжительность жизни обычного человека примерно 75 лет. Причем многие из нас уже перешагнули половину рубежа. У тебя нет времени ждать дальше. Быть может, прав был писатель Марк Твен, который говорил: через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани, почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед, действуйте, открывайте. Прожить нужно так, чтобы депрессия была у тех, кто следит за твоими социальными сетями, а не у тебя самого. Как прожить более яркую и потрясающую жизнь? А пока ты ставишь лайк и подписываешься на наш канал, начнем. Первое. Путешествуй по всему миру. Нет ничего более увлекательного, что доставляет такие яркие впечатления и воспоминания, как путешествия. Куда всегда мечтал съездить, что хотел увидеть, какие культуры изучить, по улицам какого города прогуляться, на какие вершины забраться, в каком море или океане намочить свои ноги, а может нырнуть в их глубины? Второе. Найди любовь. Нет более прекрасного чувства, чем любовь. Ты будешь не раз разбивать свое сердце и собирать его по осколкам снова, но однажды узнаешь кого-то из тысячи по миллиону намеков. Найди любовь всей своей жизни и напиши свой собственный прекрасный роман. В жизни все ради любви, если честно. Третье. Сделай себе тело мечты. Довольно уныло всю жизнь провести в теле, которое стесняешься показать на пляже или в другом месте. Даже если кубики пресса не получится прорисовать, то всегда можешь сделать свое тело более привлекательным, спортивным, здоровым, эффектным. Теперь с удовольствием делай селфи на пляже, вызывая взоры восхищения окружающих. Четвертое. Отрывайся на концертах. У тебя может быть десяток любимых групп, но какую из них ты видел вживую? Почему бы иногда не позволить себе отправиться на какой-то крутой концерт, пусть даже в другом городе? Пой песни в толпе фанатов, хорошенько повеселись и просто ощути себя на десяток лет моложе. Об этом ты будешь вспоминать на пенсии, а не как сидел на работе за скучными отчетами. Пятое. Проводи время на природе. Ходи в походы, на пикники или просто выбирайся на природу. В городских джунглях комфортно, но порой надо вернуться к нашим истокам. Находясь на природе, мы словно возвращаемся домой. Наслаждайся солнцем, свежим воздухом, дуновениями ветра, свободой. Броди по лесам и полям, побудь наедине с собой, ночуй в палатках, сиди у костра, загадывай желания под падающие звезды, пой песни под гитару с друзьями. Именно в такие моменты мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми. Шестое. Займись любимыми делами. А чем ты всегда хотел заняться? В глубине каждого из нас лежит любовь к чему-то, которую мы так глубоко запрятали в чулан памяти, что позабыли. Может научиться красиво двигаться на танцполе в группе танцев или драться в клубе единоборств. Чем бы ты хотел заняться сегодня вечером или на следующих выходных? Именно сейчас начни претворять все в жизнь. Седьмое. Веселись на праздниках и фестивалях. Поучаствовать во всех известных карнавалах, фестивалях и праздниках мира будет отличным способом сделать свою жизнь ярче. Прими участие в карнавале в Рио-де-Жанейро в Бразилии, посети фольклорный фестиваль Октоберфест в Германии, зарядись позитивом на фестивале солнца Инти-Райми в Перу, окунись в атмосферу венецианского карнавала, оторвись на Дне Святого Патрика в Ирландии, съезди на праздник фонарей Юань Сяодзе в Китай, прояви себя творчески на фестивале Burning Man в США, повеселись на красочном фестивале Холли в Индии,
Насладись красотой праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. 8. Почаще позволяй себе цифровой детокс. Проводить время в деревне или на даче, отрываясь от гаджетов, это приятно. Иногда мы слишком много сидим в интернете, социальных сетях, телефоне, телевизоре. Может, пора отвлечься от всего этого, чтобы выбраться куда-то к бабушке и дедушке в деревню, рвануть на дачу или снять домик за городом. Там погулять в лесу, порыбачить, покататься на велосипеде, погонять футбольный мяч по траве и просто отдохнуть от суеты. 9. Уделяй время любимым хобби и увлечениям. Хобби и увлечения всегда входят в список мечтаний людей, но часто так и остаются на уровне фантазий. Заниматься своим любимым хобби или пробовать разные новые необычные увлечения – это здорово. Всегда мечтал научиться рисовать, фотографировать или заниматься другим творчеством? Смелее! А может стать байкером и проехать на мотоцикле вокруг света? Выбираешь только ты. 10. Читай книги. Нет более широкого увлечения, чем чтение книг. А какую последнюю книгу прочитал ты? Обычно на такой вопрос люди задумываются, а некоторые теряются и смущенно улыбаются. Порой мы забрасываем чтение, как закончили школу или университет, но напрасно. Читать книги – это погружаться в новый мир, прожить миллион других жизней, узнавать лучше себя, заниматься самообразованием, становиться умнее и начитанней. Чтение книг – это как разговор с лучшими людьми разных стран и эпох. 11. Найди любимую работу или дело мечты. Сложно представить счастье без того, чтобы не найти любимую работу или дело своей мечты. Чем ты всегда мечтал заняться? Может, строить большие дома, лечить людей, писать программы или учить детей в школе. Не стоит ненавидеть понедельники. Лучше скорее займись тем, что тебе действительно по душе. 12. Веди активный образ жизни. Уж не покрылся ли ты там пылью и паутиной, сидя дома? Жить активно всегда более интересно. Ведь за порогом дома целый неизведанный мир. Гуляй и выбирайся в красивые места, где никогда не был. Катайся на велосипеде, роликах, лыжах, самокате или научись делать олли на скейте. Играй в волейбол, баскетбол, теннис. Активный образ жизни определенно сделает твою жизнь счастливее. 13. Смени стиль. Выглядишь до сих пор так, как тебя мама постригла еще в далеком 5 классе? Иногда стоит сменить имидж и стиль, ведь они могут лучше отображать тебя нынешнего. Смени прическу, покрась волосы, набей тату или сделай пирсинг. Выглядит так, как ты считаешь нужным, несмотря на косые взгляды окружающих. 14. Веди насыщенную культурную жизнь. Вести культурную жизнь – это как окунуться в новый мир, где много прекрасного, необычного, волшебного и сказочного. Ходи в театры, музеи, оперу, балет, выставки. Как давно ты был в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, в Большом театре в Москве, Новосибирском или Екатеринбургском театре оперы и балета? Заглядывай в местный театр хотя бы раз в месяц и посещай другие культурные места. Это шанс приобщиться к миру культуры, познакомиться с интересными людьми и выйти на новый уровень видов развлечений. 15. Оставь свой след в этом мире. А как тебя запомнит этот мир? Может, правильно сделать этот мир лучше, чем он был до нас? Русский предприниматель и меценат Павел Третьяков основал Третьяковскую галерею. Ученый-историк, филолог, искусствовед Иван Цветаев создал Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Благотворительница Варвара Морозова открыла первую в Москве бесплатную общественную библиотеку имени Тургенева. А как вспомнить современных миллиардеров? Вне зависимости от количества денег, умений и возможностей, каждый из нас может сделать мир лучше. Волонтерство, помощь другим, экология, творчество. Ты сам выбираешь, как можешь оставить след в памяти потомков. 16. Купайся, веселись и наслаждайся хорошими моментами. Вот наступит и пройдет лето, а ты так и не купался, а может раз или два максимум. Вот тебе взрослая жизнь. Купайся в речке, озере, море, океане, бассейне, ночью, днем, в одежде или без нее. Если это делать нас счастливее, то надо делать это чаще, а не искать оправдания, что нет времени. Его никогда не будет достаточно. 17. Найди смысл или просто полюби эту жизнь. Зачем мы живем? Куда идешь? Чего хочешь от жизни? Какие цели преследуешь?
Самое время заняться самопознанием и найти свой собственный смысл жизни. Писатель, мыслитель и философ Федор Достоевский говорил: «Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни». А может, не заморачиваться с поиском смысла и просто жить счастливо, наслаждаясь простыми вещами, ища гармонию в себе и выбирая более спокойную жизнь. 18. Проводи больше времени с семьей и близкими. В какой-то момент жизни ты захочешь остановиться в своем одиноком пути, чтобы дальше пойти с кем-то. Сыграй свадьбу, создай семью, воспитай детей, заведи лабрадора в конце концов, чтобы потом всей этой шумной бандой жить счастливо. 19. Построй дом своей мечты. Дом – это место, куда мы спешим вечером. Построй дом или квартиру своей мечты, но не гонись за размерами или метрами. Не стоит строить идеальный дом или квартиру десятки лет, вкалывая как проклятый. Небольшой свой угол может стать твоим лучшим выбором. 20. Будь счастливым каждый день. Пора, наконец, быть счастливым. Не когда-то потом, а именно сейчас, каждый день, каждое утро, каждую ночь. В фильме «Пока не сыграл ящик» один герой спрашивал другого. Ведь в конце жизни будет только два вопроса. Первый. Нашел ли радость в жизни и был счастлив? Второй. Твоя жизнь принесла радость другим? Будь счастлив и дари радость тем, кто тебе дорог. Основатель гонзы журналистики Хантер Томпсон писал: «Жизнь должна быть путешествием к финишу не с намерением прибыть в сохранности и красивом, хорошо сохранившемся теле, а скорее въехать с заносом в клубах дыма, полностью вымотанным и изношенным, громко провозглашая: вот это поездка! Время уходит, успей сделать как можно больше». Составь свой собственный список мечтаний, которые хотел бы успеть осуществить к определенному возрасту. Что тебе понравилось из списка и что хотел бы добавить от себя? Ставь лайк и подписывайся на канал.